Виноделие Абрау-Дюрсо неразрывно связано с виноделием Азербайджана. Общие истоки, уходящие корнями в древние античные времена, похожие люди, похожие судьбы. Их история словно переплетается ветвью виноградной лозы, родиной которой считается Кавказ. Станом Элли Фарлс. Как я любил Кавказ мой величавый, твоих сынов воинственные нравы, твоих небес прозрачную лазурь и чудный вой мгновенных громких бурь. Могучий Кавказ, воспетый Лермонтовым, Толстым, Тютчевым, словно оберегает наследие винодельческого искусства, рожденного на его склонах. История этих мест – неотъемлемая часть и моих многолетних исследований, но сегодня я здесь словно впервые. Мы открываем новую страницу старой книги об удивительной взаимосвязи виноделия Азербайджана и Абрау-Дюрсо, связи, зародившейся еще в XIX веке. Это длинный, порой невероятно драматичный путь вместе проходили абрауские и азербайджанские виноделы, помогая друг другу в поисках и создании идеального вина. А начиналось все во второй половине XIX века. В 1870 году по высочайшему повелению российского императора Александра II для осмотра бассейна озера Абрау, что в переводе с адыгского означает «ущелье», и реки Дюрсо, что на тюркских языках означает «дёртсу», направляется комиссия императорского министерства. Написанная в то время панорама Абрау-Дюрсо Львом Лагорио станет отправной точкой этой истории. В этом же году зарождается одноименное винодельческое имение Абрау-Дюрсо. И как же узнаваемы южные отроги Большого Кавказского хребта на старинных гравюрах Жана-Пьера Муане. Он запечатлевает один из древнейших азербайджанских городов, некогда лежавший на Великом Шелковом пути – Шеки. Александр Дюма, путешествуя по Кавказу вместе с художником, дарит нам уникальную возможность заглянуть в то далекое прошлое. В то самое время, когда немецкие колонисты закладывают основы индустрии виноделия уже на территории Азербайджана. Выдающимися виноделами и виноторговцами становятся братья Фореры и братья Гуммели. Во время путешествия по Кавказу императора Александра III он встречается с отцом русского виноделия, князем Львом Сергеевичем Голицыным, и назначает его главным виноделом имения его императорского величества Ливадия и удельных имений Крыма и Кавказа. Его собственные виноградники соседствуют с садами братьев Форер в местечке Караери. Христофор Форер приезжает в имение Голицына «Новый свет» в Крыму. Тем временем братья Фореры начинают поставлять продукт высочайшего качества не только в города Российской империи, но и в Европу, удостаиваясь золотых медалей на российских и международных выставках. Абрауские, азербайджанские вина и их создатели продолжают идти рука об руку и получают награды и признания. Казалось бы, впереди только победы и головокружительный успех. Но все изменится в 1917 году. Пала царская империя. А в 1922 году на базе немецких винодельческих хозяйств Азербайджана формируется кооператив «Конкордия». За короткий период «Конкордия» совершает головокружительный взлет и открывает в СССР 183 магазина. Одновременно создается азербайджанский государственный винно-спиртной трест «Азвин». А единственным предприятием в СССР, выпускающим классическое шампанское, остается Абрау-Дюрсо. И даже великий русский поэт Владимир Маяковский говорил: если вы заказываете шампанское в ресторане, просто скажите «Абрау». Ученики, перенимая мастерство своих мэтров, становятся легендами. Никому доселе неизвестный Александр Егоров, обучаясь у самого князя Голицына в Абрау-Дюрсо, в 20-е годы прошлого столетия уже руководит виноделием Закавказья, развивая лучшие местные сорта винограда и, в первую очередь, знаменитый ныне Баян-Шерей, основу советского шампанского, но уже бакинского разлива. К 1980 годам наступает пик расцвета советского и, в первую очередь, азербайджанского и абраусского виноделия. Азербайджанское виноделие получило столь мощное развитие благодаря общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, который родил за сохранение и приумножение этого богатства. Однако вновь на гребне успеха наступает трагический обрыв.
1985 год. Перечеркнул многие достижения и перекроил судьбу людей. Виноделы Абрау Дюрсо и Азербайджана и в тяжелые годы потерь шли рука об руку. В одночасье эти люди лишались смысла жизни. Плоды их многолетнего труда безжалостно выкорчевывались и вырубались. Но ведь не зря говорят, что сила природы и дух Кавказа уникальны. Они способны не просто выдерживать испытания судьбы, но и притягивать настоящих ценителей, чтобы в их руках продолжать жить. Это и произошло как в Азербайджане, так и в Абрау Дюрсо. В начале 2000-х Абрау Дюрсо получает второе дыхание. Сегодня Абрау Дюрсо – это самое титулованное винодельческое предприятие современной России. И для Абрау Дюрсо, как неотъемлемой части российского виноделия, и для азербайджанского виноделия 21 век открыл новые возможности. Особая гордость Абрау Дюрсо – победа в номинации «Восходящая звезда» в международном конкурсе шампанских и игристых вин 2021 года Champagne and Sparkling Wine World Championships 2021. Есть чем гордиться и азербайджанскому виноделию. В 2022 году Азербайджан побеждает в номинации Европейского совета «Лучший развивающийся продукт винного туризма». Вот так две культуры со своими разными и одновременно близкими судьбами на протяжении десятилетий словно шли навстречу друг другу, дабы переплестись единой лозой под названием «Аз-Абрау». Волей исторических судеб наши дороги сошлись на пути к новым открытиям и достижениям. Ведь, вкусив настоящее вино, вы погружаетесь одновременно в историю, в сегодняшний день и в будущее. Аз-Абрау. Мы долго были добрыми друзьями. Сегодня мы одна семья. Мы вместе выращиваем лозу и создаем терпкие, насыщенные солнцем вина, которые так любимы нашими людьми. Мы стали неотъемлемой частью нашей культуры, жизни наших народов Азербайджана и России.